А в этом выпуске я решил подробно разобраться в аргентинском футболе и для этого посетил сперва матч сборной к чемпионату мира, а затем маленький клуб во второй лиге. Выводы сделаны. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра! Ола, ребята! За последнее время произошло не так много. Мы прилетели с Игуасу, была отвратительная погода, холодно. Дальше был Санта-Роса. Это циклон, который несет в себе сильные ветры, дожди. И нас прям вот 2 дня плотно топило. Топило настолько, что вода прямо в квартиру затекла. Вот, но потом Санта-Роса закончилась, и типа по поверьям, после Санта-Роса, она ежегодная, в конце августа, в начале сентября, после нее типа наступает весна, и действительно на улице плюс 18, солнце, как-то уже совсем по-весеннему, прям хорошо. Вот, я много работаю в последнее время. У меня очень интересный проект, я, наверное, расскажу попозже о них. Даша проводит много времени с Теей, я тоже гуляю с ребенком. Кстати, недавно мы ходили в бассейн. Теона впервые в жизни узнала, что такое бассейн. Вот. Было интересно на самом деле. Она сперва даже чуть-чуть испугалась, но потом ей понравилось, и мы будем ходить еще. Ребят, вчера Теоне было 9 месяцев. Она очень быстро растет, очень быстро осваивает новые всякие навыки, как это ни странно звучит. И пришло время, как нам показалось, научить ее самым базовым, основным вещам. Мы идем в бассейн, в детский бассейн. Бассейн находится буквально в 10 минутах ходьбы от нашего дома. Даша как-то его нашла, записалась. Вот. Ну и попробуем научиться плавать на испанском языке. В смысле, обучение будет проходить, что будет вдвойне интересно. Ну что, вот как-то так это и было. Мне понравилось, по крайней мере. Теона! Ты как, ребенок? Тебе понравилось? Ты наплавалась? Тёнечка моя. Вот, кстати, Даша с Теоной сейчас гуляют. Они ушли пешком туда, в сторону китайского квартала. Я работал, и сейчас на автобусе я их догоню. И мы пойдем куда-нибудь и встретимся с кем-нибудь. Вот такой план. И мы его придерживаемся. Короче, нашел я в парке вот этих вот красоток. На качелях качались. Вот Теона что-то у нас стала бояться качелей. Сразу на ручки просится. Да, что у тебя как день? Ой, у меня прекрасный день. Сегодня отличная погода. Прям для того, чтобы гулять и гулять и гулять. Вот. Наконец-то близится весна, и скоро лето. Вообще кайф, короче. Да. Настроение огонь. Меня прям тоже подбадривает эта ситуация. Прям хочется больше проводить времени на улице. Но так как у меня что-то в последнее время загрузка большая, вряд ли это получится. Ну, я что-нибудь придумаю. Но очень хочется. Прям наконец-то мы дождались. Мы довольно давно хотели выбраться на футбол. И здесь, ребята, играет сборная Аргентины против сборной Чили в отборочном туре чемпионата мира. И, конечно же, мы туда пойдем. Мы собрались компанией парней из нашего там телеграм-чатика.
И несколько человек оттуда пойдет на футбол. Ну, то есть там буду я, Коля, и остальных вы не знаете. Парни уже в баре встретились. Я закончил все дела и выдвигаюсь туда, мчу на мотоцикле, чтобы все успеть, чтобы быстренько, без пробок. Сань, держи. Ура, ура! Все, да. Спустя 11 месяцев моя первая футболка. Куда мне только теперь ее надеть? Я не знаю, холодно. Вот, ну, не знаю, махать ей буду. Шапки вверх кидать. Ну что, за игру и чтобы Аргентина победила. Такие серьезные. Вамос! Нервничаем перед матчем. Я ходил в тот. Пришли мы, называется, в кафешку перекусить. Тут же какие-то пожарные приехали, все тут начали машины разгонять. В общем, горячие пацаны собрались, похоже. Я уже думал, что все, у нас отменилась вся эта тема. Ну и там помидоры. Не поужинаем перед футболом, но вроде бы... Нет, короче, какая движуха идет, смотрите. Почему бы не сделать парники, которые там... Парни, мы в первом ряду, похоже, оказались. А ты когда-нибудь ел курицу на водной бане? Тут давление приготовлено. Интересно, у него всегда в кармане Его ленточка ленты есть? не хватило ленты. Он такой, Держи теперь. теперь держи, ты младший по званию, держи ее. Ну все, мы к матчу готовы. Коля, спасибо тебе за футболки. Здоровья. Вамос, Аргентина! Вамос, Аргентина. Сейчас такой вамос будет. What's there out in the dark? Make sure to keep all your windows locked. А это чудесный напиток Фернет и Кола. Это напиток футбольных болельщиков. Еще. Напиток богов. Еще. Ну еще налей. Еще сюда Фернет. Да, там. Коля к богам стремится, видишь? Я пойду Еще. Боги не примут меня. Чуть ближе к Олимпу. Я бог Ментос. Неплохо, да. Как виски-кола, только фернет-кола. На самом деле такси нас высадило буквально за 6 квадр от поворота к стадиону, потому что... дело 2 пива. А Коляна 2 пива. Вот. Трафик, очень много народу, очень много людей, и сюда просто не проехать, только пешочком. Are you just high? Buenos días. Gracias. Ну что, ребят, опять несколько кордонов, опять очень много народу. Народ ликует. На самом деле к нам подошел какой-то человек и протягивает бокал, там лед. А мы стоим, пьем Фернет и Колу. Мы подумали, он хочет тоже выпить Фернет и Колы. Мы просто ему налили Фернета, он стоит дальше, протягивает бокал. Мы подумали, ну типа, обидели? Еще налили, он дальше протягивает. Мы налили ему Колы. Он говорит, ребят, я вам лед принес. Мы обалдели, нифига. Вот так вот, аргентинцы. Да, и вот. Это этот бокал. Просто максимальный уровень заботы. Фантастика. Ну что, Коля, русский человек запутает и заговорит, да? Я думаю, они в шоке. Они даже не понимают, что случилось. У Коли хотели забрать его термостакан, термокружку, в которой мы носили чудесный национальный футбольный напиток Фернет и Кока-Кола. И пока там, мы там, как цыгане, из одного кармана в другой переставляли, из руки в руку, отдавали рюкзак, стакан. Они отвлеклись еще на что-то. Мы выложили какую-то там пустую бутылку Кока-Колы, зато ценную термокружку мы сохранили. Ты рад? Я безумно рад. Потому что стакан с Индии. Я говорю, давай на дерево положим его. Он такой, давай, клади на дерево. Вот такое вот дерево. Да, ребят, еще опять 3 кордона охраны, 3 кордона досмотра. Проверяли билеты, проверяли сумки, проверяли нас. Короче, все хорошо. В целом, это все немного времени занимает. Все это достаточно быстро можно войти. Ребята спросили на
досмотре, куда снимаю, говорю на YouTube. Они такие: о, можно подписаться, пожалуйста. Я говорю: да, конечно, все, я им это... Короче, вот так подписчики зарабатываются. Ну, ребят, а если вы смотрите, знаете, вы мне достались не меньшим трудом. Очень всех ценю. Пожалуйста, кнопочку на подписаться, если вы еще не подписаны. А если подписаны, лайк и комментарий. Погнали. Vamos, Аргентина. У нас верхняя трибуна, такое ощущение, что мы на небеса забрались. Фу. Это выше, чем я всю жизнь к бабушке на 5-й этаж пешком поднимался. Фу. Ну, тут уже самолеты летают на этом уровне. Капец. В перерывах здесь народ не расходится, они не упускают места, садятся вниз на ступеньки и держат место до следующего тайма. На самом деле сегодня не так много народу, как могло бы быть. Мы видим, что пустые трибуны фанатские нижнего сектора, типа домашнего, типа гостевого, хотя гостевого тут редко встретишь. И даже на этом матче нет гостевых фанатов. И плюс еще есть пустой сектор и один такой плешивенький. Я думаю, что народу 65-75 в этом промежутке где-то. Но это и то очень много. Тем не менее, перерыв заканчивается, и сейчас начинается второй тайм. Народ не расходится, народу много. И на трибунах есть свои всякие приколы. Кто-то поет, кто-то предложения делает, кто-то целуется. Это Аргентина. Тут какое-то невероятное чувство свободы. Знаете, в чем облом? Мы заплатили $60 за матч, но Месси здесь нет. Он повредил ногу и сидит где-то в подсобке, его даже на скамейке запасных нет. А в чем смысл-то был? Ну, чтобы хотя бы раз в жизни увидеть легенду. Увы, но сегодня мимо. Аргентина! 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 Оп! Давай, давай! Оп! Давай, давай! Оп! Давай, давай! Доминируй, удержай! Ну что, ребят, 1-0 все закончилось. Мы, так сказать, поддержали команду как могли. Матч был скучный, если честно. И больше, наверное, на сборную мы, наверное, не пойдем. Но особенно расстройство, что это стоило столько же, сколько матч River Plate, где было очень весело, да? Но, правда, Месси мы не увидели. Игра была скучная. И, ну, в целом так себе. Надеюсь, что сборная Аргентины пройдет дальше, и мы будем уже ходить реально на крутые матчи чемпионата мира. Это, так сказать, вклад в будущее. Вот. Но в ближайшее время мы пойдем, наверное, на какие-нибудь другие команды местные, которые действительно ярко болеют, шумят, гремят, поют, барабанят, ну, чтобы прочувствовать все это удовольствие. Вот, в общем, такой сегодня выдался интересный футбольный день. Так, ребята, сегодня мы поедем на маленький клубный футбол, проверять, что чем меньше команда, тем ярче за нее болеют. То есть проверим, что не количество важно, а качество. Сейчас встречаемся с ребятами и едем на окраину города, на какой-то очень маленький стадион, на очень маленькую команду. Вот. Ну, надеюсь, ожидания оправдаются, и это будет интересно. Погнали! Ола! Да. Так, ну что, пошли искать, какой нам нужен? 59, по-моему? Вот, Женя сказал, мы едем на вторую лигу, вторая по силе. То есть в первой River Plate, во второй вот это Альмагро. Только почему-то Альмагро играет не в Альмагро,
Потому что, ну, стадионы мы дали, не в Альмагро. А в Альмагро нет стадиона? Я так понимаю, нет. А их вообще в Буэнос-Айресе, по-моему, что-то типа там 20 с чем-то, да? Профессиональных клубов? Стадионов. Ну, мне кажется, гораздо больше. Нет, по-моему, направо. Клубов, которые имеют профессиональную лицензию, насколько я знаю, в Буэнос-Айресе, типа 24-26. Это только в столице. Да. Ну, типа в так называемом Большом Буэнос-Айресе. Ну, то есть Авельянеда считается с Индепендьенте и Райсингом. Вот в Большом Буэнос-Айресе. Пойдем. Да, идем. 24-26, там год году по-разному. Кто-то там теряет лицензию, кто-то ее опять обретает. Но это самый футбольный город типа в мире с таким количеством профессиональных клубов. Кайф. Латте Генераль. Sí. Sí. ¿Cuánto crees, está? ¿Cómo estás? 5.000. Мы купили билеты, они нам вышли по 15 тысяч песо. Вот. Ну и ребят хотят взять какую-то атрибутику, так сказать, на память. У нас еще час до футбола, мы тут пошатаемся по району, посмотрим, чего тут есть. Да и так зарядимся атмосферой. Мы перед футболом взяли по чорипану. Такая традиция. Чисто аргентинский такой хот-дог, назовем его так. Туда попросили сверху зелени добавить и соуса выдали. Ну, в общем, выглядит много. Чорипан оказался, конечно, полной ерундой. Это корм, а не еда. Вот, поэтому мы быстренько завершили эту историю и пошли на футбол. Ну, у нас полчаса до начала. Вот, поэтому спокойно заходим, не торопясь. Ну что, первые впечатления такие, что либо это очень непопулярный клуб, либо аргентинцы не пунктуальные и просто не успели к началу, и все соберутся чуть попозже. Но какие-то, видимо, родственники чьи-то стоят на поле, флагами машут, такая, ну, поддержка командная, хотя мало людей, конечно. Ну, дворовый футбол, что сказать. Колян, ты что, первое впечатление? Нормально. Необычно. После Монументаля, конечно, диссонанс такой. Но не когнитивный, пока что. Со стартовым свистком начала играть команда поддержки, там, видимо, целый оркестр, но начали играть они из-за стадиона, то есть они прогревают таким образом стадион, ну и, видимо, скоро фанка начнет заходить сюда, а мы как раз сидим на фанке. Ребят, беру свои слова назад, это другое дело. Это уже повеселее. ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Por qué no te vas a la mierda, forro? ¡Sos suplente en Atlanta, burro! ¡En Atlanta! Ну все, сейчас перерыв, мы спустились, там такой загончик, и прям что-то как будто никого не выпускают. Взяли водички, там можно взять водичку, колу, какие-то там бутики,
Вот. Но мы решили поменять локацию и перейти на основную трибуну. Вот. И как раз посмотрим именно футбол отсюда и как выглядит Фанка со стороны. Ну, здесь такой семейный вариант. Там-то, конечно, прям по жесткачу. Там весело. А тут, да, семейный, спокойный. Хотя с детьми туда тоже приходят, даже с колясками с детьми. Ну, короче, на трибуне, на основной не особо весело. Все равно заводит все фан-сектор. И еще насчет фан-сектора. Такое ощущение, как будто мы... Как это сказать-то? Короче, все видят, что мы не местные. Подходят, спрашивают, откуда мы. Вот, то есть внимание мы прям привлекаем. Ну, такое не очень комфортное было прям ощущение. Хотя ни одного намека плохого не было, но просто что, типа ты в центре внимания, непонятно почему. Вот это не очень, конечно. Короче, в целом на Фанке классно. И поддержка хорошая. Ощущение, что на фан-секторе народу больше, чем на трибунах. Поддержка отличная, а вот футбол, честно говоря, дворовый. Приемы, передачи очень слабые. До ударов все никак не дойдет. Ну, то есть именно само качество игры. Но поддержка, да, лучше даже, чем на сборной. Есть, в общем, какой-то антураж вот в этих маленьких матчах районного масштаба. Но надо будет еще походить. Мне стало интересно. Это был самый странный футбол, который мы здесь видели, с самым странным судейством. Как будто бы без судьи было бы гораздо легче, в принципе. Его отсутствие не заметили бы команды, а может еще и поиграли бы по такому случаю. Да, было максимально забавно. Но фан-сектор порадовал. Ладно, на самом деле все, футбол закончился, нам пора. Вывод такой, да, на маленьких клубах повеселее, но футбол, короче, еще есть куда учиться.